Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке будем вязать красивый мотив, используя вот таких три цвета. Это пряжа Ярнар Джинс и крючок в работе у нас номер 2,75. Очень красивый рельефный мотив. Итак, приступаем. Так, серединку делаем светлую, но в принципе можно делать и также зеленым цветом. Тоже будет интересно. Так. Провязываю, смотрите, либо 3 воздушные петли, либо вяжите так, как я, чтобы первый столбик был идентичен всем остальным последующим. Вот таким вот образом. Либо просто 3 воздушные петли. Сейчас покажу еще раз. Кольцо амигуруми. Либо набираете 1, 2, 3. Либо так, как я, набрав одну воздушную петлю, вторую вытягиваем и вот таким образом провязываем первый столбик с одним накидом. А вообще в кольцо нам надо провязать 16 таких столбиков. Четвертый столбик, пятый, шестой и так далее. Вяжите, чтобы у вас получилось 16 столбиков с накидом. Итак, у меня 16 столбиков с накидом. Стягиваем наше кольцо и вот так вот в вершину первого столбика, если вы вязали 3 воздушные петли, то в третью петлю соединительной закрываем первый ряд. Далее мы будем вязать столбики с накидом в 3 приема. Тогда либо провязывайте 4 воздушные петли, либо вот этот столбик делаете немножко длиннее. То есть эту петлю вытягиваем, столбик делаем чуть подлиннее. 2 воздушные петли. То есть если вы вяжете просто воздушными петлями, то всего 6 воздушных петель. И спускаемся сюда же и провязываем, по-другому называется патентный столбик, да, либо столбик с накидом в 3 приема. Снова 2 воздушные петли, накид, одну петлю здесь пропускаем, и в следующую мы снова провязываем патентный столбик, 2 воздушные петли, накид, сюда же опять же патентный столбик с одним накидом. Снова 1, 2, накид, одну пропускаем и столбик с одним накидом в 3 приема. Вот таким образом у вас должно получаться. Под каждую петлю 2 столбика с одним накидом в 3 приема, между ними 2 воздушные петли. И между комбинацией этих столбиков тоже 2 воздушные петли. Таким образом вяжем до конца этот ряд. И у вас должно получиться 8 таких вот комбинаций. Вот таких. Вот такой вот галочки. Между ней 2 воздушные петли. У меня 4. Еще провязываем 4. Итак, довязываем второй ряд. Еще раз напомню, что у вас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вот таких вот галочек. 2 воздушные петли в вершину первого столбика, либо если вы вязали воздушные петли, то в 4-ю петлю соединительной петлей мы закрываем ряд. И далее переходим к вязанию 3-го ряда. Это у нас будут такие волны, образовывающие цветок, соединительной петлей 1, и в вершину вот этого столбика соединительной петлей. Нет, мы, наверное, еще сюда одну соединительную и в вершину 3-ю, вот так вот, да. Так, сейчас у нас, смотрите, то есть выделяем вот этот столбик, набираем, давайте здесь наберем 4 воздушных, все равно не будет видно,
2, 3, 4, потому что мы здесь снова будем вязать. Вот выделили, да, и делаем накид и провязываем столбики с одним накидом в 3 приема, то есть патентные. Опять же, у нас их должно быть здесь 7 по каждой стороне. Вот этот 4 воздушные петли первый, вот это второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Так, далее смотрите. Вот эту петлю, которую мы пропускали, мы делаем накид и провязываем здесь полустолбик с накидом. Вот так вот. Все 3 петли вместе провязали. Разворачиваем вязание. Находим снова вот этот вот столбик. Вот он. Вот так вот. И сейчас сюда снова мы провязываем 7 столбиков с одним накидом в 3 приема. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой и седьмой. Вот так у вас должно получиться. И теперь мы будем делать вот такие волны. То есть вот в эти арки, вот эти галочки, где у нас, да, вот сюда, под эту арку будем провязывать по 5 столбиков с одним накидом в 3 приема. Опять же, один столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Вот, и эта волна у нас пойдет теперь вот таким вот образом. То есть здесь мы снова берем вот этот столбик и провязываем 7 столбиков с накидом в 3 приема. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот эту петлю, которую мы пропускали, мы делаем накид и провязываем полустолбик с одним накидом, разворачиваем вязание, захватываем вот этот столбик и провязываем здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше продолжается у нас волна, то есть сейчас мы вот в эту арку 5 столбиков с накидом провяжем. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше продолжим. Вот здесь, сюда полустолбик, снова волна, и вот эту арку обвязываем 5 столбиками с накидом. То есть между волнами остаются вот эти вот арочки, а вот эти мы заполняем. Итак, делаем вот такую арку. Итак, нам остается только вот этот столбик, сделать последнюю волну. Сейчас покажу, как закроем ряд. То есть здесь мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой
и 7. И мы начинали, вот смотрите, отсюда, да, соединительные столбики. И вот здесь, где соединительные столбики, мы провяжем еще 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. Все, начало вязания где? 1, 2, 3, 4. Вот в 4-ю воздушную петлю мы закрываем наше вязание соединительной петлей. Закрепили и обрезали нить. Все, белый цвет, вот этот светлый нам не нужен. Смотрите, у вас должен получиться вот такой цветочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вот таких лепестков. То есть они вот так вот естественным образом красиво закручиваются. Вот изнанка. Дальше берем другой цвет. Так, я беру вот такой зелененький, делаю петлю, то есть как бы вот это мой цветок, я буду делать, ну, как бы лепестки. Можно взять темный зеленый в любом месте. Вот у нас эти арки свободные остались. Так, прикрепили нить вот так вот. И набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Сюда же в эту арку. То есть мы делаем такой тройной лепесток. Далее 7, 3, 4, 5, 6, 7. В эту же арку. И плюс еще 5. 2, 3, 4, 5. Тоже в эту арку. То есть вот такой у нас тройной лепесток получился. В каждую арку провязываем такой тройной лепесток. Так, 2 воздушные петли. Следующую арку снова столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. Столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 2 воздушные петли и в следующую арку. Все, таким образом каждую арку делаем вот такие лепестки. Итак, вот смотрите, каждую арку обвязали. 2 воздушные петли в конце и туда, откуда начинали. Можно с соединительной петлей. Делаем воздушную и обрезаем нить. Вытянули, и в принципе вот здесь можно завязать узелки и обрезать нашу ниточку. И переходим к 3-му цвету. Все, нить обрезаем и переходим к 3-му цвету. Итак, делаем узелок. Здесь у нас первый столбик будет с накидом, поэтому делаем накид. И мы будем провязывать вот в этих арках. Начинаем с любой арки. Делаем, здесь уже буду вязать обычные столбики с накидом. Вот таким вот образом провязываем первый столбик. Сделаем мы здесь половинку угла вяжем. Второй столбик с накидом. 3-й столбик с накидом. 2 воздушные петли. Переходим в следующую арку и провязываем 3 столбика с одним накидом. Обычные столбики, еще раз говорю. Второй столбик с накидом, 3-й. Чередуем снова 2 воздушные петли, и уже в следующую арку мы провязываем угол. То есть это 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и снова 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И сюда же 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй,
третий, 2 воздушные петли. Следующая арка — это просто 3 столбика с одним накидом, то есть это сторона нашего квадрата. Мы из цветочка теперь делаем квадрат, мотив. 2 воздушные петли и дальше снова угол. 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и сюда же 3 столбика с одним накидом. Один столбик, второй и третий. Так чередуем до конца ряда. То есть смотрите, что у вас должно получиться. Угол, обычная сторона, где 3 столбика, снова угол. И так чередуем по всему периметру цветочка. Итак, смотрите, закрываем этот ряд, то есть провязали сторону, 2 воздушные петли и идем туда, где мы начинали вязать новым цветом, и довязываем здесь угол, то есть мы начинали с половинки угла. Довязываем еще здесь 3 столбика с одним накидом, 1 столбик, второй, третий. Так, как переходить на новый ряд? Мы делаем накид, идем в вершину первого столбика, 3 петли на крючке, провязываем их вместе. И снова первый столбик можете провязывать опять таким же образом, либо просто 3 воздушные петли. Первый столбик, второй и третий. Здесь мы уже будем вязать последний ряд. В принципе, мотив можно делать побольше и просто за счет прибавки в углах увеличивать каждую сторону. И теперь в каждую петлю мы провязываем столбик с одним накидом. А там, где была арка из воздушных петель, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Второй столбик и третий столбик. Опять, где 3 столбика, то есть мы в каждую петлю провязываем 2, 3. В арку тоже мы провязываем 3 столбика. Здесь в каждую петлю доходим до угла, и там, где угол, мы провязываем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и еще 3 столбика сюда же с одним накидом. 2, 3 и еще 3 столбика. Сейчас провяжу эту сторону и покажу, как присоединять мотив к мотиву в процессе вязания. То есть каждая сторона вяжется так же, как я вам показывала. Провяжите, дойдем до угла, покажу, как присоединить второй мотив. Итак, я дошла до угла, провязала 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля, и я беру просто второй такой же мотив, да, чтобы присоединить, в принципе, в любом месте. Сейчас покажу просто. Ищем серединку. Вот так вот провязали. Еще 1 воздушная петля. И провязывая каждый столбик с накидом, вот так вот вытягиваем под косичку. Вытянули второй столбик, провязали под косичку. Третий столбик. И так вот под каждую петлю, в принципе, можно соединять мотивы друг с другом, да. Сейчас покажу, как будет выглядеть соединение. А еще в описании оставлю, как соединять мотивы уже готовой, красивой, ровной косичкой. Вот под каждую петлю
соединяем, провязывая каждый столбик. Смотрите, какая получается косичка, какое получается место соединения. Это если соединять в процессе вязания. Вот у вас будет соединено 2 мотива, вяжете 3, присоедините 4 и так далее. Так, я сейчас это распущу. Мы довяжем с вами мотив, померяю его сколько сантиметров и расскажу, что можно из него связать. Итак, смотрите, мне остается связать только половинку угла. Это 3 столбика с одним накидом. У меня это последний ряд. Раз, два, три воздушные петли и в вершину. Здесь хорошо выделяется вершина. Вершину первого столбика. Воздушная и закрепили. Все, прячем хвостики. У меня это последний ряд. В принципе, мотив может состоять из количества вот таких вот рядов коричневых, чтобы больше их было. Просто вяжем в каждую петлю и увеличиваем каждую сторону за счет угловых прибавок. Вот 3 столбика, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Вот мой готовый мотив, уже здесь спрятаны хвостики. В принципе, даже его не разглаживала. Смотрите, какой получается естественный красивый цветок. Размер 10 на 10 сантиметров. То есть для подушечки 40 на 40 как раз 16 таких мотивов. Либо же, как вот вяжут мотивы для бомбера кардигана, такие с розами. Но это тоже хороший альтернативный вариант. В принципе, для чего угодно. И плед такой может быть. Но лучше всего, мне кажется, это бомбер, либо подушечка. Итак, если была вам полезна, лайки, комментарии. Всем пока-пока и всего самого наилучшего.